Привет, друзья! Сегодня мы разберем данные, которые заставили экспертов в Берлине полностью пересмотреть прогнозы на ближайшие годы. Федеральное статистическое управление Германии Der Statis опубликовало итоговые цифры, и они выглядят как начало новой эпохи. Впервые за долгое время население страны, внимание, перестало расти и уменьшилось примерно на 100 тысяч человек. И главная причина здесь не в рождаемости, а в резком изменении миграционных потоков. Показатель, который раньше казался незыблем, пошел на спад. Чистая иммиграция в Германию по итогам 2025 года оказалась как минимум на 40% ниже, чем годом ранее. Если в 2024 году разница между приехавшими и уехавшими составляла более 430 тысяч человек, то сейчас оценка колеблется в диапазоне от 220 до 260 тысяч. Эти показатели сопоставимы с уровнями 2020 года, когда большинство стран вводили ограничения из-за пандемии. Сегодня внешних ограничений практически нет, а изменение численности связано с политикой системы и личными решениями людей. Чтобы вы понимали масштаб перемен, средний годовой баланс за последние 35 лет всегда держался на отметке в 356 тысяч человек. Сегодняшние цифры – это не просто временное колебание, это падение ниже исторической нормы. Детальный анализ еще впереди, но уже сейчас нам понятно, что мы видим ускорение процессов, которые начались еще в 2024. Тогда миграционный приток просел с 663 тысяч до 430 тысяч, и многие думали, что это предел. Данные за 2025 год показывают, что снижение продолжается ускоренными темпами. Почему же это происходит? Специалисты выделяют два ключевых фактора. Во-первых, значительно сократилось число прибывающих из стран, которые годами были основными источниками. Это Сирия, Турция и Афганистан. Особое внимание привлекает миграционный баланс внутри Евросоюза. Впервые с 2008 года количество людей, уезжающих из Германии в другие страны ЕС, превысило количество тех, кто сюда приезжает. Германия больше не привлекает людей из ближних стран Европейского Союза в прежнем объеме, и это вызывает вопросы, требующие дальнейшего анализа со стороны правительства. Из Германии в другие страны Евросоюза сейчас уезжает больше людей, чем прибывает оттуда, как я сказал. Это значительное изменение в миграционных потоках. Ранее, кстати, считалось, что ФРГ – это конечный пункт для многих европейцев, но данные показывают другую тенденцию. Впервые с 2020 года общее население страны пошло вниз. Если посмотреть на график последних 15 лет, то с 2011 по 2024 год мы видели только рост. Единственной заминкой был первый год пандемии COVID-19, но тогда это списание на закрытие границ. Однако к концу 2025 года статистика зафиксировала отметку 83,5 миллиона жителей. Это на 100 тысяч меньше, чем годом ранее. Сейчас наблюдается уменьшение населения не только из-за снижения миграции, но и из-за внутренних демографических процессов. Иммиграция уже не компенсирует демографический дефицит, число смертей в стране остается стабильно высоким, в то время как количество рождений продолжает падать. Со времен воссоединения в 1990 году в Германии ежегодно умирает больше людей, чем рождается. В последние годы разрыв, кстати, увеличился. В 2025 году из жизни ушло чуть больше миллиона человек, а на свет появилось всего около 650 тысяч детей. Результат – естественный дефицит населения почти в 360 тысяч человек всего лишь за один год. Чтобы вы понимали динамику, еще в 2010-х годах этот разрыв составлял в среднем 170 тысяч. Сегодня он вырос почти вдвое. Начиная с 2022 года мы ежегодно теряем более 300 тысяч человек только за счет разницы между роддомами и кладбищами. Окончательный анализ за прошлый год Der Statis опубликовал в середине 2025 года, а предварительные данные показывают важные изменения. Германия вошла в зону, где старые методы поддержания численности населения перестали работать. Конечно, делать окончательные выводы сегодня по итогам одного года задача непростая, но тенденция напрашивается сама собой. В экспертных кругах Берлина обсуждается, что граждане Украины в ближайшие годы могут стать важным демографическим ресурсом для Германии. Но чтобы понять, насколько эти надежды обоснованы, нужно разобраться, а кого вообще учитывает эта официальная статистика.
Система подсчета в Германии, которую в ведомстве называют Bevölkerungsfortschreibung, работает гораздо глубже, чем просто перепись владельцев немецких паспортов. В общую цифру 83,5 миллиона человек, внимание, включаются все, кто имеет в стране постоянное или единственное жилье. Рассмотрим группы населения более детально, чтобы было понятно. Во-первых, это сами граждане Германии. Во-вторых, иностранцы с официальным видом на жительство. И здесь важный момент. Согласно закону Aufenthaltsgesetz, сюда полностью включены украинцы, находящиеся под временной защитой по параграфу 24. Также статистика учитывает лиц с признанным статусом беженца и тех, кто получил субсидиарную защиту. Даже просители убежища, которые только прошли распределение по землям и получили официальный адрес, в большинстве случаев попадают в общие отчеты, если живут в стране дольше краткосрочного периода. Особое внимание следует обратить на следующий аспект. Украинцы, приехавшие после 2022 года, стали мощнейшим фактором, который сдерживал падение численности населения в прошлые периоды. По данным на конец 2025 года их в стране насчитывалось от 1,1 миллиона до 1,3 миллиона человек. Они входят в официальную демографическую статистику ФРГ. Их присутствие также поддерживало общую численность населения, и без этой группы демографический показатель, кстати, на 2026 год был бы намного ниже. Но пока статистика фиксирует снижение численности населения, законодательная система Германии предлагает новые возможности для тех, кто хочет интегрироваться в экономику страны. И это далеко не все. Пока демографы спорят о цифрах, обычные люди задаются прикладным вопросом, как закрепиться в этой меняющейся стране навсегда. Казалось бы, требования для получения немецкого паспорта стали понятнее, но когда дело доходит до ПМЖ, того самого бессрочного вида на жительство, ситуация в 2026 году требует внимательного изучения, так как процедуры, вы знаете, стали более разнообразными и комплексными. Давайте внесем ясность. В общем случае, такой золотой стандарт для получения постоянного места жительства в Германии остается прежним. Вам нужно легально прожить в стране не менее 5 лет, при этом вы обязаны доказать свою финансовую независимость, то есть обеспечивать себя без помощи государства и подтвердить знание немецкого языка на уровне не ниже B1. Это база, которую знает каждый. Однако 2026 год принес свои корректировки. В условиях кадрового голода правительство пошло на беспрецедентные уступки для определенных групп. Сегодня предусмотрены ускоренные процедуры для определения категорий специалистов. Некоторые категории квалифицированных специалистов теперь могут получить бессрочный статус гораздо быстрее 5-летнего срока. Для этих приоритетных специалистов требование знания языка на уровне B1 может быть облегчено. Если ваша профессия входит в список востребованных для экономики, допускается исключение по уровню владения языка. Если вы сами планируете в ближайшее время подать заявление на ПМЖ, важно также понимать, в какой именно категории ускоренного рассмотрения вашего заявления вы относитесь. Правила игры изменились, и требования к немецкому языку теперь зависят не только от вашего желания, но и от вашего профессионального, скажем так, бэкграунда. Давайте разберем сам фундамент. В большинстве случаев вашим пропуском к бессрочному статусу, который в Германии официально называют Niederlassungserlaubnis, является уровень владения языком B1. Это установленный стандарт, который помогает оценить готовность соискателя ПМЖ к интеграции в страну. По сути, требования к языку для постоянного вида на жительство и для получения немецкого паспорта в 2026 году практически идентичны. Как это работает на практике? Ваш немецкий оценивают по строгой шкале общеевропейской компетенции, сокращенно CEFR. Это универсальное мерило, где уровень B1 означает способность обращаться в государственное учреждение, понимать врача и участвовать в рабочих дискуссиях. Но будьте внимательны, просто хорошо говорить недостаточно. Вам придется предъявить официальный документ. Экзамен нужно сдавать только в аккредитированных организациях. Самые известные – это Институт Гёте или система TELC. Именно их сертификаты учитываются при рассмотрении заявления на бессрочное проживание. А теперь цифры для тех, кто только планирует свой путь. Сколько времени нужно заложить в график? Эксперты по лингвистике подсчитали.
Чтобы с нуля дойти до уверенного B1, взрослому человеку требуется от 260 до 490 академических часов интенсивных занятий и постоянной практики. Если заниматься по 3 раза в неделю, этот путь займет у вас почти год. Это значительная инвестиция времени, но в 2026 году это единственный надежный способ получить официальный статус пребывания на постоянной основе. А теперь самая интересная часть для тех, кто приехал в Германию не просто жить, а работать. Если у вас в кармане есть блауая карта или вид на жительство для квалифицированных специалистов, для вас предусмотрены ускоренные процедуры. Система 2026 года позволяет квалифицированным специалистам быстрее интегрироваться в экономику Германии и получить тот постоянный статус. Главный бонус здесь касается именно языка. Обладателям голубой карты теперь не обязательно штурмовать сложные уровни грамматики. Закон позволяет им закрепиться в стране, доказав владение немецким на самом базовом уровне А1. Это изменение стало возможным благодаря обновленному закону о квалифицированных кадрах Fachkräfte Einwanderungsgesetz, который заработал в полную силу. Считайте сами, если у вас есть сертификат B1, вы имеете право на ПМЖ всего через 21 месяц работы в Германии, меньше 2 лет, и вам не нужно продлевать визу. Если же ваш немецкий пока на уровне А1, срок ожидания увеличивается всего до 27 месяцев. По сути, чуть больше 2 лет отделяет специалиста от бессрочного статуса. Чтобы вы понимали, уровень А1 – это база. Это умение поздороваться, представиться и понять простейшие рабочие фразы. Лингвисты подтверждают, освоить такой объем знаний можно всего за 60-150 часов практики. Это в 3-4 раза быстрее, чем путь до уровня B1. Разница значительная, что и сокращает время и усилия на освоение языка. Но что делать тем квалифицированным специалистам, чья зарплата не дотягивает до лимитов голубой карты? Для вас тоже есть ускоренный путь. В 2026 году вы можете претендовать на постоянное место жительства уже после 36 месяцев работы и пенсионных отчислений. Единственное условие – ваш немецкий должен быть чуть выше начального уровня А2. Это значительно быстрее и проще, чем стандартный 5-летний срок, который требуется остальным соискателям. Помимо тех проторенных дорог, о которых мы уже говорили, в немецком законодательстве 2026 года существуют дополнительные возможности. Ваша конкретная ситуация может ускорить процесс получения ПМЖ. Как сообщает Федеральное ведомство по миграции беженцев, сокращенно БАМФ, правила игры могут кардинально меняться в зависимости от вашего официального статуса в стране. Особые условия предусмотрены для тех, кто получил политическое убежище или международную защиту в Германии с отдельными временными рамками. Для государственных служащих и самозанятых предпринимателей учитываются не только налоги, но и вклад в развитие местной инфраструктуры. Огромное преимущество имеют выпускники немецких вузов или те, кто прошел профессиональное обучение в Германии. Страна инвестировала в ваше образование, и для выпускников предусмотрены льготные условия для продолжения пребывания. Также отдельный упрощенный режим предусмотрен для членов семей граждан Германии. В этих случаях стандартные 5 лет ожидания часто сокращаются, а бюрократические барьеры становятся ниже. Но помните, какой бы путь вы ни выбрали, требование о достаточном знании немецкого языка остается непоколебимым. Германия готова идти на уступки по срокам, готова прощать отсутствие голубой карты, но она по-прежнему хочет, чтобы вы понимали ее культуру и законы. Знание языка остается ключевым требованием для всех путей получения ПМЖ в 2026 году. На этом наш разбор демографических и юридических перемен в Германии подходит к концу. Теперь видна, скажем так, полная картина. Страна меняется, численность населения снижается, но для тех, кто соблюдает правила и инвестирует в свое развитие, открываются новые возможности. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Пишите, кстати, в комментариях, на каком этапе оформления документов вы находитесь. Обсудим это вместе. До встречи в следующих выпусках.